Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Бородак, как всегда. С нами сегодня Андрей. Снова здравствуйте. Да, это у нас второе видео про Браунинг, только про другой. Браунинг бар матч. Браунинг бар матч. 308 калибр. 308 калибр — это нарезное полуавтоматическое оружие. Что интересно, это ружье является наследником множества браунингов бар. Да. Оно создано на основе охотничьего ружья. Да. Хотя считается, в общем-то, либо спортивным, либо таким полицейским оружием. Про военное не знаю его использования, не читал. В чем его особенность? Особенность его в том, что конструкция сделана таким образом, что несмотря на то, что короткий, толстый ствол и полуавтоматическая система с газоотводом дает рассеяние на 100 метрах в 1 минуту. Это я прочитал. То есть, грубо говоря, подобранная пуля с этого ружья летит на 100 метров в 29 миллиметров. Группу собирает. Надо сказать, что я пытался многими патронами стрелять. Легкими, тяжелыми. В общем-то, у меня получилось так, что полетели пули весом 9,7 грамма. Более легкие или более тяжелые, они летят хуже. Можно, конечно, говорить о том, что в любой стрельбе большая часть является стрелок, который вносит там погрешность. Но, тем не менее, ружье отличается тем, что имеет втрое выше точность, чем обыкновенный полуавтомат. Для Браунинга бар 2 или для Браунинга бар 3 чисто охотничьего варианта, у нее заявленная точность 3 минуты. У этого 1 минута. У этого 1 минута. Возможно, дело в том, что, как в паспорте на это ружье написано, у него хромированный канал ствола. Это, кстати, является одной из самых больших тайн. Так ли это? На самом деле это? Потому что во многих скажем так, чатах, в интернет-общении люди разделились на две категории, которые говорят, что нет, ствол черный, ствол без покрытия, и поэтому, если ты любишь свое ружье, то стрелять из него нужно только там хорошими пулями, то есть не лупуа. Не лупуа, а по крайней мере с оболочкой из тампака. Вот. То есть не с нашей, не с стальной оболочкой. Вот. Тем не менее, я не знал об этом ничего. Стрелял из нее, засовывая в нее вообще все, что есть. Ну да, людям уточним, потому что ствол толстый и позволяет это делать. Ствол толстый, он влияет на точность. Я считал, что хром, который находящийся в стволе, позволяет стрелять дешевыми патронами. Настрел на сегодняшний день на нем чуть меньше 500, там с копейкой, около 500 плюс-минус. Тем не менее, я за этот настрел не увидел, чтобы у него как-то она ухудшилась. Ничего, в общем-то, такого особенного, чем бы можно было похвастаться, кроме точности в том, что это полуавтомата, про него нельзя сказать, потому что все, что здесь есть, это отработанная технология армейского оружия, включая вот этот сбрасыватель магазина, фиксатор. Ну да, у нас с другой стороны потом там покажем. Он с двух сторон. Он с обеих сторон. Но при этом это является его достоинством, потому что он такой удобный, и недостаток. Надо сказать, что когда пристегнут магазин, если даже пустой магазин пристегнуть и повесить его за спину, достаточно этого простого нажатия об спину, и вываливается магазин. Мною было потеряно уже 2. Вот так вот. Да. Прекрасно. И, к сожалению, купить магазины сейчас на это ружье в нашей стране, с учетом ограничения поставок, очень трудно. Поэтому магазин сейчас на 20 патронов, что не позволяет мне использовать его на охоте. Ружье, кстати, из-за этого практически хранится дома без настрела. То есть, весь настрел здесь на стенде, то есть по гонгам. Так, а ножки у нас были в комплекте? Да нет, ножки это реплика. Это китайская реплика американских ножек. То есть он идет без ножек в комплекте? Да, он идет весь, собственно говоря, ладно. Нет. Вот так легко, так сказать, изымается. Да, с планкой, которая здесь. Были 2 боковых планки в комплекте, такие же. Я их снял, потому что в перчатках, если стреляешь, дерут они перчатки. Поэтому, собственно, крепеж на место поставил. Вот еще хочу акцент сделать интересный, что здесь нету
никаких прицельных, обратите внимание, Сереж, сними, пожалуйста, приспособлений. То есть ни мушки, ни целика, ничего нет. То есть он сразу сделан под, прицел. под установку снайперского либо прицела. снайперский, либо коллиматор. Ну, коллиматор хотя бы. Да, хотя бы. Да, там, скажем так, непеременной кратности прицел, вот так вот. Вот это одна из особенностей, да? Интересно, что когда его разборка и чистка составляет, в общем-то, довольно большую трудность. Почему? Потому что если вы берете болт, например, да, или наш, например, автомат Калашникова, вы коробку сняли, там затвор вытащили, и с помощью шомпола вы имеете возможность патч проводить до конца ствола, да, и выметать. Да. Здесь все очень неприятно. То есть я его, когда чищу в заднее положение, отвожу ствол, затаскиваю сюда. Ага, Это с той стороны. С той стороны. Здесь у меня патч, который я вкручиваю аккуратно так раз и вытаскиваю наружу. Ну, то есть небольшая такая небольшое неудобство с его чисткой. А вообще для того, чтобы его разобрать, в принципе, требуется большое количество инструмента. В частности, здесь нужно отвернуть винт, цевье снимается, вытаскиваются две тяги, здесь два торкса, это 6 звездочки такие, снимаются, вытаскивается шахта магазина, вытаскиваются 3 штифта, чтобы вытащить ОСМ. У нас был, когда, помните, обзор ружья Браунинг Максус, я говорил, что Браунинг особенно сильно не заморачивается. Если сравнить, например, вот этот ОСМ с ружьем гладкоствольного Браунинга Максус, да, они там половина деталей одинаковых. То Интересно. Есть, спусковой крючок, предохранитель, там пружинка, предохранитель, даже сам курок, который спускаешь, который бьет ударник, непосредственно, да? Непосредственно, они одинаковые. То есть в данном случае это прям, я поразился, насколько большое количество заимствований. Никаких, опять же, задержек, никаких проблем с ним. Работает тоже как это. Калибр, кстати, не знаю, помню, сказали, нет, 308. То есть это 7,62 на 51. То есть это прям серьезный калибр, да? Так, что, ну, вот я, да, как любитель из плюсов. Во-первых, он маленький, компактный, лупит отлично. То есть, когда мы про кучность говорили, возможно, установка ножек, то есть вот они здесь стоят. Сошек, да, по-правильному, скажем так. Самое прикольное, что это полуавтомат, который хорошо, надежно стреляет хорошим большим патроном. Самое главное, он стреляет нашим отечественным валовым патроном. Да, недорогим. Недорогим. И стреляет совершенно. Неплохо, да. И стреляет при этом неплохо. Потому как, ну, у нас там скоро Григорий Александрович вернется. Мы с ним, кстати, на ранчо в Новокуйбышевске. Приезжайте стрелять. Мы снимем, забыл, ЛР-10, что ли, называется. Выпустил Лобаев. Да, да. Вот, Григорий Александрович у нас привезет свой ЛАР-10. Вот, мы его тоже снимем. И вот получается, что Лобаев, грубо говоря, в этом году, ну в том получается, разработал и сделал вот полуавтоматическую снайперскую винтовку. Было бы очень интересно сравнить этот ЛАР-10 с АР-25. Да, да, потому что мне такое ощущение, терзают смутные сомнения. Что это одно и то же. Да. Но не то же самое. Одно и то же, но не то же самое. Да, есть у меня, я как ее увидел, да, сразу такой Григорий Александрович. То есть не АР-15, именно АР-25. Да. Я говорю, он говорит, ну, это мы оставим на потом. Еще момент. Ну, здесь, как обычного ружья, гребень сменный. Есть в комплекте с этим ружьем еще 2 гребня разной высоты. О, шикарно. Я поставил средний, ну, потому что у меня среднее лицо, средней кучности. Вот. И имеется возможность заменить вот эту вот прокладку между ствольной коробкой и прикладом. Это приводит к тому, что приклад можно наклонить, то есть исправить погиб вот этот вот, классно. И подогнать его под себя. Тем самым можно, опирая, собственно говоря, скулу на гребень, иметь сразу правильную высоту зрачка по отношению к прицелу. Ну, затыльники, наверное, соответственно, всегда можно что-то с ним сделать. Затыльник здесь вообще интересная вещь, потому что затыльник является такой структурой. Эта структура имеет некоторую толщину, и она в нее проминается, она амортизирующая. Затыльник, кстати, является патентованной частью. И затыльник, как на хорошем спортивном ружье, сделан из 2 вещей. У него здесь есть твердая вставка, вот она пластиковая, а сам затыльник резиновый. Это для того, чтобы когда вы быстро вкладывались по одежде, у вас затыльник по одежде скользил, потому что если будет резина, она вас будет одежду будет поднимать.
То есть Шикарно. это сделано для быстрой вкладки. Ну, что говорить, Браунинг, одним словом. Мы, кстати, в этом видео не сказали ремарку, что вообще-то гражданин Браунинг сам по себе, да, 1855 года рождения. Еще раз проговорю, 178 патентов за жизнь сделал, работал с Ремингтонами, работал с Винчестерами, работал с Кольтами. В итоге организовал свое предприятие. Он американец по происхождению, из многодетной семьи, переехавший в свое время в Бельгию. И, в принципе, сейчас там и находится вот его предприятие. Ныне покойного его уже продлевают его дети, внуки, там правнуки, наверное, уже. Вот. То есть это человек, внесший огромную лепту в мировое оружие. Оружейное искусство, я бы Да, сказал. да. В очень большую лепту. Вот. Мы снимаем сейчас ролик на стрелковом клубе «Ранчо». Ну вот знаешь, Андрей, единственное, я хочу сказать внешне, вот насколько мне понравился вот Максус, да, который мы снимали, полуавтомат, вот этот какой-то внешне странный. Но у него Несуразный, да, у него какой-то? четкий милитари класс. Да. Ружье очень хорошо сбалансировано, то есть оно вкладывается, то есть и очень просто, то есть движение. Вот сейчас у меня спортинговый такой момент, да, Ага. то есть вот это вот вкладки. Но оно держишь его одной рукой, то есть оно вот видите, оно никуда не падает. Классно. То есть его не надо удерживать вот в этом плане, его держишь одной рукой. Шикарно. И это под нее, вот видите, даже насечка сделана в том месте, где ты его удерживаешь. То есть вот одна рука. То есть Так. все продумано. Так он весит около 4 килограмм. Ну, тоже, в принципе, для такого класса ружья это совсем немного, будем говорить честно. Вот, поэтому... Потому что с него все равно в основном стреляют, понятно, если это все-таки каким-то образом охота, то да, с каких-то подставок, или с сошек, либо с мешочков, ну, либо там с овражка с какого-то там, понятно. Ну, надо сказать, что я стрелял с него с сошек и с мешка. Ага. Конечно, кому что больше нравится, но мне, конечно, мешок нравится больше. Ну да. А там есть еще одна особенность. В этом месте, вот здесь, установлен газовый механизм, который, Ну, который перезаряжает. да, перезаряжает его. Соответственно, при выстреле часть газов уходит внутрь цевья. И здесь вот сделаны отверстия, вот здесь вот сверху видно. Газ из цевья вылетает вот сюда вверх. Ага. Поэтому это ружье так говорит громко очень. Ага. Заявляет, когда оно стреляет, то рядом стоять с ним тяжело. Да. То есть, если ты стреляешь даже с болта, если без ДТК, то есть нет ощущения, что тебя там массируют постоянно. Угу. А с этого ружья есть. Угу. Ну вот сейчас, то есть переходим к стрельбе, сейчас установим прицел, как-никак, понятно, у нас не настроено, мы не будем сейчас тут прицельно стрелять на километр, ребят, потому что это Браунинг, потому что опять это особенности стрелка там и так далее. Мы просто вот немножко постреляем, красиво поделимся впечатлениями. Ну, собственно говоря. Да, ну здесь, как везде, есть задержка, при сбрасывании которой патрон досылается автоматически. Предохранитель под пальцем щелкает очень громко. На охоте слышно, не знаю, метров за 50. Стреляю? 20. В принципе, посмотрели. Оружие классное, но редкое. То есть получается, что видео вы, грубо говоря, посмотрели для кругозора, для расширения. Потому что купить вряд ли его получится. Чего уж там. Ну, вряд ли. Ну, да, Будем говорить наверное, честно. Да. Подписывайтесь на Дзен канал. Здесь лайки, колокольчики, все дела. Что у нас там? Дзен, ВКонтакте и Телеграм. Почему? Потому что YouTube, скорее всего, ассалям алейкум скоро сделает, но это не точно. Так, чтобы не пропустить, имейте в виду. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, Андрей с нами. Пока-пока. Пока. Пока, давай.